Москва больше не может мириться с постепенным вторжением НАТО на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN. Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного. По его словам, такое развитие событий подвело отношения Москвы и Киева к красной черте. Он добавил, что такую ситуацию российская сторона не может больше терпеть. И это было главной причиной, по которой президент Путин сказал: «Ребята, для нас это реальная угроза. И это реальная угроза стабильности и безопасности в Европе и европейской архитектуре безопасности», — сказал Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия считает необходимым оставить свои войска у границы с Украиной. Это меры предосторожности и реакции на напряжение в регионе, на недружелюбную атмосферу, созданную различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО к рубежам страны. НАТО в нашем понимании – это организация, которая создана для конфронтации, а не защиты. И НАТО не голубь мира стабильности и процветания. И это оружие конфронтации подвигалось с каждым днем ближе и ближе к нашим границам, указал Песков. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти на военные авантюры, что создает прямую угрозу безопасности России. Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории в сопредельных странах наступательных вооружений – это красные линии для Москвы. В таком ключе украинский вопрос поднимался в том числе на серии консультаций с США и НАТО, которые прошли на этой неделе. Так, Кремль настаивал на прекращении военного сотрудничества Альянса с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток. При этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг высказался против идеи неприсоединения Украины к блоку. Тем временем, на прошедших переговорах российская сторона намекнула на возможность размещения ядерного оружия поближе к американским берегам в случае отказа предоставить гарантии безопасности, сообщает издание New York Times. Дорогие друзья, на нашем посту мы наблюдаем за самыми интересными и актуальными новостями. Чтобы быть в курсе всех важных событий, подписывайтесь на канал и поддержите выпуск, нажав на большой палец. Новый выпуск уже совсем скоро.